Несуществующий этаж. Финал. Первые 3 части уже на канале Garrett Stories. Ссылки в описании. Кирилл не знал, что делать дальше. Внутри полная пустота. Он так ждал этого дня. Он готовился к нему. А теперь нет никакой надежды выбраться отсюда и увидеть маму. Придя в свою комнату, он лег на кровать и долго, пустым взглядом смотрел в потолок. Он всегда знал, что их с Киром двое, и они заодно. И в этом была его ошибка. Теперь он будет действовать один. Кирилл был уверен, что сможет найти, откуда взялась эта аномалия и как ее исправить. Потому что его маме сейчас плохо. Потому что все, что происходит, неправильно. И так не должно быть. Он вскочил и стал искать в интернете все, что было известно про тот клочок земли, на котором стоял его дом. Утром у него уже был готов план, где искать и с кем говорить. После школы он отправился в городской музей. В своей реальности он был там с мамой. И мама тогда присела на корточки, показывала ему старые фотографии и сочиняла истории про них. В этой реальности Кириллу рассказывала про фотографии сухонькая старушка. Старушка рассказала ему, что на месте дома стоял дом Петра Салтыкова, но дом сгорел. Старушка посоветовала сходить в городской архив и поднять старые газеты. Так Кирилл и сделал. Статью про Петра Салтыкова он нашел не сразу. Почти все лето и часть осени он ходил и просматривал микрофильмы со старыми газетами. Читая газеты, он погружался в мир столетней давности. Казалось, грань между прошлым и настоящим истончается. Скрытный, видимо, был человек. Иногда Кирилл впадал в бездействие. Он не видел смысла продолжать. В его стране судьбы еще и не так ломались. А он вполне сносно живет. Может быть, остаться? Но страх за маму и обида на Кира поднимала его и гнала вперед. Удача ему улыбнулась. Он нашел статью в журнале про чрезмерное увлечение психософическими и эзотерическими увлечениями. Журналист предупреждал читателей, что из-за разных ритуалов и вызовов духов, а главным образом при использовании большого количества свечей, случаются пожары, как в доме Петра Салтыкова. Кирилл стал просматривать другие, более ранние выпуски. И он нашел заметку о странном пожаре. Дом Петра Салтыкова сгорел полностью. Тел на месте не обнаружено. Из вещей уцелели только несколько предметов. Фляжка, кадильница, пепельница, солонка и зеркало. Очень странный набор предметов. Почему уцелели только они? Да и как вообще они могли остаться невредимыми при таком пожаре? Чтобы аккаунт не простаивал, Кирилл стал снимать видео о своем расследовании, не объясняя, для чего ищет. Он и представить не мог, как много людей увлечется поисками. Задав своим подписчикам очередную загадку, он продолжил изучать старые газеты. Ему снова повезло. Он нашел еще несколько упоминаний о Петре Салтыкове. Первое, что понял Кирилл, что Петр Салтыков был уникален в своем учении. На стыке 2 веков эзотерика была на пике популярности. В основном люди хотели знать будущее. Но Петр Салтыков объединил у себя дома людей, которые не искали будущего, не копались в прошлом, не хотели жить вечно. Они верили в параллельные миры и искали их слабые точки соприкосновения с нашим миром. В одной из статей писали, что весь дом Петра Салтыкова был в символах. Все стены, пол и потолок. Странные знаки были нарисованы на всех вещах. Кирилл пожалел, что не взял с собой хотя бы часть рамы зеркала. Спустя какое-то время он нашел старый каталог одного из аукционов. В нем были перечислены вещи, которые были выставлены на торги.
Среди них Кирилл увидел все тот же странный набор предметов. Фотографии были плохого качества, но Кирилл узнал зеркало. И теперь он представлял, как выглядят остальные предметы. Появилась возможность найти след предметов по фотографиям. Он разместил в интернете фотографии предметов и по каждому из них запустил поиск. Кирилл с маниакальным упорством посылал запросы по всем странам, искал их на темных рынках глобальной сети, но вещи словно испарились. И все же он не переставал надеяться. И снова удача. Кто-то из подписчиков прислал фото зеркала. Остальные предметы нашлись быстро. Оказывается, их всегда выкупали или передавали вместе с зеркалом. Странно, но эти предметы всегда были вместе. Вряд ли кадильница была популярным предметом интерьера в те времена, но ее все равно выкупали вместе с остальными предметами странного дома. Между этими предметами словно была какая-то связь, и Кирилл не мог понять, какая. Благодаря подписчикам нашлись следы покупателя. Екатерина Беленькая. В полицейских архивах упоминалось, что она украла деньги у трактирщика, чтобы выкупить вещи. Их конфисковали и передали в музей. Название музея не указывалось. Канал рос. Уже более 500 000 подписчиков следили за расследованием, задавали вопросы, предлагали помощь, писали тысячи комментариев. В минуты отчаяния это держало Кирилла на плаву. Кирилл снова отправился в городской исторический музей. Старушка-смотритель сказала, что были такие вещи, но пропали около 6-7 лет назад. Очень странная пропажа. Однажды вечером кто-то украл солонку, а на следующий день остальные предметы Петра Салтыкова просто исчезли. Кирилл шел домой и размышлял. Итак, он начал слышать Кира 6 лет назад. И вещи Салтыкова были украдены тогда же. Значит, вещи на тот момент появились в их доме, у кого-то из жильцов, и в доме открылась аномалия. Рухнул барьер между их с Киром реальностями. А несуществующий этаж с зеркалом появился год назад. Значит, в их доме опять что-то у кого-то произошло. Вечером, ужиная с отцом, Кирилл начал осторожно расспрашивать его о соседях. Не было ли каких-то происшествий. Сказал, что ему необходимо для проекта, для его роликов. Слова «ролики» и «аккаунт» магически действовали на отца. Кирилл теперь зарабатывал гораздо больше него и вносил огромный вклад отцу на машину и на лодку для рыбалки. Так что отец как мог помогал ему. Иногда даже участвовал в роликах. Отец подумал и сказал, что Белоусовым из 19-й квартиры с 3-го этажа завидовал весь дом. Они как-то в раз умудрились заработать кучу денег, но год назад прогорели. Причем буквально. Пожар был дома. Оба погибли. Спаслась только кошка. Сын старается отремонтировать, да куда там с его зарплатой. Кирилл, задержав дыхание, переспросил. В какой квартире был пожар? Так, в 19-й? 19-я квартира на 3-м этаже. 19 и 3. Кирилл родился 19 марта 2003 года и живет в 203-й квартире. Кирилл вдруг сорвался с места и рванул к ноутбуку. Он нашел дату рождения Петра Салтыкова. 20.03.1903 года. Те же самые цифры, что и в его дате рождения. Получается, он как-то с ним связан. Кирилл дрожал. Он чувствовал, что ответ где-то рядом. Чтобы успокоиться, он зашел на аккаунт и стал разбирать сообщения. Может, кто-то отыскал потомков Беленькой. И тут он увидел личное сообщение. «Своих предков ищешь? Ты Кирилл Сумский, а Екатерина Беленькая, получается, твоя прапра». «Не может этого быть», — Кирилл стал отвечать ему. «Не может такого быть. Откуда ты знаешь?» Пользователь скинул ему несколько ссылок на архивные документы. Кирилл читал и выписывал все, что находил про Беленькую, выстраивая для себя новый маршрутный лист для поисков.
Екатерина Беленькая была сослана в Сибирь. Там она родила дочь. Отец неизвестен, но мать заявляла, что это погибший Петр Салтыков. Потом началась Великая Отечественная. Она воевала, даже была награждена медалью за отвагу. После войны Екатерина вышла замуж и стала Бубновой. Родила сына и дочь. А старшую дочь не переставала искать. Писала во все газеты. В архивах этих газет от нее очень много писем осталось. И в конце концов дочь нашлась. Она жила недалеко от города, в котором жил Кирилл. Жила вместе с семьей, мужем и дочкой Софьей. Кирилл знал ее, как свою бабушку Софу, маму его мамы. Потрясенный, Кирилл смотрел в экран монитора, перечитывал, пытаясь осознать то, что он прочитал. Снова свалилось сообщение. «Тебя поздравлять? Или ты в депрессию пошел?» Он быстро ответил. «Не решил еще, надо подумать». Кирилл выключил ноут и откинулся на спинку стула. Новости ошеломляли. Получается, он — потомок Петра Салтыкова, увлекающегося магией. А еще есть эти Белоусовы с 3-го этажа, которые могут быть замешаны в этом. «Пап!» — позвал Кирилл отца. «Можно найти контакты сына Белоусовых?» А что, квартиру хочешь купить? Засмеялся отец. Потом он наткнулся на серьезный взгляд Кирилла и махнул рукой. Так ты его знаешь. Вовка с Пашкиного склада. С тобой работал вместе. Грузчик он. Ты же его снимал еще для ролика. На следующий день после школы Кирилл побежал к дяде Паше. Он дождался перерыва и отвел Вовку в сторону. Тощий, жилистый мужчина 35 лет закурил и выжидательно уставился на Кирилла. Он его не любил. Обиделся, что тот его высмеял в роликах. Но Кирилл протянул ему деньги. «Это в качестве извинения. Я заблюрил твое лицо». «Заблюр что?» «Ну, то есть теперь непонятно, кто там на видео. Посмотришь потом», — отмахнулся Кирилл. «У меня вопрос про родителей твоих. Ты видел у них в квартире фляжку, солонку, пепельницу, кадильницу и зеркало?» Кирилл по памяти описал их. «Видел. А ты откуда про них знаешь? Слушай, странные дела какие-то. Эти вещи только и остались целыми, как заколдованные. А я всякое колдовство терпеть не могу. Это моя мать с ума сходила и отца свела. И вот чем все закончилось. Где? Где эти вещи сейчас? Ты в курсе, что их украли из музея? Ты мать мою к этому не приплетай. Вован затянулся, выдохнул. Выкинул я все эти вещи на помойку, хмуро сообщил он. Бабка Мария сказала не прикасаться к ним руками. Я принес плед, завернул их туда и выкинул. Кирилл понимал, что на мусорке этих вещей уже нет. Он постоял, подумал. Что за бабка Мария? Адрес дашь? А я не знаю адреса, говорю же. Я же ненавижу все это колдовство. А бабка-то сама приперлась на похороны. Поймала меня на кладбище и сказала все это. Больше я ее не видел. Снова тупик. Он знал, что все будет непросто, но столько препятствий он не ожидал. Были моменты, в которые Кирилл готов был махнуть рукой и остаться тут навсегда. Но вспоминал пьяного и наглого Кира, а потом свою маму. И руки автоматически сжимались в кулаки. Нет, он должен сделать все, чтобы защитить мать. И он продолжал. Кирилл собирался зайти в подъезд, как вдруг его остановила одна из старушек, сидящих на лавке. Кирилл узнал бабу Свету, свою соседку. «Кирилл, постой. Тебя ищет Марья Васильевна. Обойди дом. Она ждет тебя на восточной стороне нашего дома», — так она сказала. «А кто это Марья Васильевна? Я не знаю такую». Другая из старушек крикнула. «Сказано тебе, обойди дом, увидишь. Неужто трудно? Вот ведь непослушная молодежь пошла. Благодарить надо, что она тебя сама ищет. И бежать со всех ног». Баба Света вежливо выслушала ее и снова посмотрела на Кирилла. «Сходи, Кирилл,
Она непростая женщина. Мне она сказала, что ты не наш, Кирилл. У Кирилла пересохло во рту. «А чей я?» Она не сказала? Баба Света серьезно посмотрела на него. Не сказала. Остальное скажет только тебе. Иди. Она действительно сама приходит только в крайних случаях. В основном люди к ней потоком ходят. Лечит она. Кирилл кивнул и пошел за дом. У задней стены дома стояла и смотрела вдаль высокая и прямая, как палка, пожилая женщина. Стать и достоинство сквозили в каждом движении. Кирилл неуверенно поздоровался. «Здрасте, вы меня искали?» Она повернула голову и внимательно посмотрела на него. Выражение лица женщины смягчилось. Она повернулась к нему и четко произнесла: Слушай внимательно, Кирилл. Иначе не вернешься к себе. Собери все предметы Петра Салтыкова вместе. Ты знаешь, о каких вещах я говорю. Потом нужно активировать зеркало и прикрепить его на задней стенке кабины лифта. Когда наступит твой день, стой у этого зеркала и никуда не выходи. Тогда все получится. Из вас двоих только ты сможешь вернуть все на свои места. Кирилл опешил, а потом улыбнулся. «Вы знаете, откуда я? Наконец-то! Хоть один человек! Но как? Как вы узнали?» Марья Васильевна вздохнула. Кирилл, это неправильные вопросы. Не эти вопросы ты сейчас должен задавать. «Какие?» И Кирилл вдруг понял, какие. Вещи он никогда не найдет, а зеркало, оно разбилось, уничтожено. Я не смогу найти вещи. Вовка выкинул их на свалку, а зеркало разбил Кир. Так что какие тут могут быть вопросы? Разве что, почему именно эти предметы тогда уцелели? И почему они всегда должны быть вместе? Марья Васильевна строго посмотрела на него. Для тебя он дядя Вова, как минимум. Потом она улыбнулась и сказала: Это очень хорошие вопросы, Кирилл. Эти вещи связаны друг с другом, как 4 стихии. Земля — солонка, воздух — кадильница, огонь — пепельница и вода — фляжка. Объединяет эти стихии зеркало. Оно всегда рядом с ними, в любой реальности. Эти предметы ничем не уничтожить и не разлучить. Петр Салтыков нашел свою формулу. Он объединил руническую магию с нумерологией, психософию с язычеством, движение во времени с учениями о вечной жизни. Он зациклил на дате своего рождения переход в другие реальности через свое зеркало, наделив его вечной жизнью. Если честно, он и представить не мог, что однажды у него появится потомок с теми же цифрами в дате рождения. Но это случилось. А ведь ты у него 7-й. Кирилл выдохнул. 7-й? Поэтому этаж 7А? Марья Васильевна кивнула и продолжила. Предметы найдешь там же, где зеркало стояло. И зеркало твое целое, как ты понимаешь. Но у тебя не будет другого тебя. Поэтому ты должен активировать зеркало сам. Поставь пепельницу на южной стороне от зеркала и зажги в ней что-нибудь. Фляжку заполни водой и поставь ее на западной стороне зеркала. В кадильницу положи любые благовония и подожги. Потом поставь на восточной стороне. А на севере поставь солонку, но сначала насыпь в нее земли или соли. А потом встань перед зеркалом, посмотри на себя и представь себя уже в своей жизни. Ты почувствуешь ответ зеркала. Ну а потом забирай все предметы из зеркала и уходи до заката домой. Но как я их там найду, если этаж открывается только один день в году, а вы сказали мне в этот день не выходить из лифта? Переходы открываются в именины, в дни Кирилла.
Ближайшие будут 18 марта, в день Кирилла Иерусалимского. Несуществующий этаж появится за день до твоего дня рождения. Но не на весь день, с восхода солнца и до заката. Ты их там найдешь. До заката ты должен зайти в лифт, иначе год потеряешь и можешь не выжить. Хотя Женщина свысока пристально посмотрела на него. кровь предка тебе упорство дает, а мать свободой и с честью воспитывала. Справишься. Из вас двоих только ты сможешь вернуть все на свои места. Сделай, как я сказала. Иначе и там беда будет, и здесь все изменится. А как вернешься, отмечай именины перед днем рождения, а не после него. И наш мир тогда больше слышать не будешь. Кирилл помолчал, потом произнес: «Можно спросить?» Марья Васильевна кивнула. Спрашивай. «Петр Салтыков. У него получилось?» Марья Васильевна усмехнулась. Получилось. Ушел в другой мир, как и ты сейчас. Добился своего. Она улыбнулась. «А вы? Вы ведь с ним были в том кружке, я прав?» Марья Васильевна не ответила. Она стояла, гордая и прямая как палка, и улыбалась чему-то внутри себя. И это было яснее любого ответа. Кирилл поблагодарил Марью Васильевну, развернулся и пошел домой. За месяц до дня рождения Кирилл привел в порядок свои дела. Аккаунт и счет для получения средств он перевел на отца. Теперь, даже если на канале не появится больше никаких роликов, отец будет получать деньги с уже закачанных видео. Он написал отцу письмо, рассказав их с Киром историю, и попросил ни в коем случае не переводить аккаунт обратно на Кира. Письмо он спрячет под подушкой отца перед тем, как пойдет искать магические предметы. Мало ли что случится. 18 марта он вооружился фонариком и компасом. Взял с собой пачку соли, зажигалку, заранее купленные благовония и бутерброды. Жильцы дома еще спали. Кирилл вошел в лифт и увидел кнопку 7А. Он нажал ее. Лифт привез его на несуществующий этаж. Все пространство было залито светом. Солнечные лучи били прямо в зеркало, отталкивались от него и разбегались по всему помещению. Кирилл взял палку и стал разрывать каждую кучу мусора. Внезапно в одной из куч что-то блеснуло. Он подошел ближе. Это была небольшая декоративная солонка. На ней были нарисованы руны. Так же легко он нашел кадильницу и пепельницу. Дольше всего он искал фляжку. Он уже впал в отчаяние, но вдруг увидел медный бок фляжки прямо под зеркалом. Все предметы он нашел. Пора было начинать. Кирилл внимательно рассмотрел их. На всех предметах стояли одни и те же рунические письмена. Он подошел к зеркалу. Те же символы по всей раме. Кирилл провел по ней рукой. Закрыл глаза, пытаясь почувствовать тепло. Нет. Рано. Надо сделать так, как сказала Марья Васильевна. Кирилл налил во фляжку воды, положил соль в солонку, с помощью компаса нашел стороны света, расставил все предметы, поджег щепки в пепельнице и благовония в кадильнице. Потом он подошел к зеркалу и закрыл глаза. Он представил, что он дома. Он видел каждый предмет у себя в квартире. Потом Кирилл представил, как в комнату входит мама, что она берет его за руку. Он будто даже ощутил тепло. Больше Кирилл ничего не ощущал. Решив, что он все выполнил, Кирилл потушил огонь, сунул все предметы в рюкзак, взял зеркало и аккуратно, чтобы не разбить, понес его к кабине лифта.
Кирилл шел и не замечал, куда наступает. Резкая боль пронзила все его тело. Кирилл посмотрел вниз. Сквозь ногу торчал ржавый гвоздь. Кровь капала на грязный пол. Он дернул ногой. Кровь попала на зеркало. И зеркало вдруг завибрировало. Кирилл понял, что он не смог выполнить ритуал активации, и тогда зеркало решило все за него. Активация прошла через кровь. Он читал про это. Самая быстрая и глубокая активация магических предметов. Кирилл застонал. Он не мог сделать ни шага, а солнце уже садилось за горизонт. И тогда Кирилл опустился на четвереньки и пополз к лифту, таща за собой зеркало и оставляя кровавый след. Он вполз в кабину лифта, втащил и прислонил зеркало к стенке. Затем подтянулся, встал на здоровую ногу и нажал на кнопку своего этажа. Казалось, что лифт никуда не ехал. Двери закрылись, кабину лифта тряхнуло, и двери снова раскрылись. Кирилл вывалился из кабины лифта и стал звать на помощь. На крик выбежала баба Света. Она заахала, заохала, позвала деда Колю. Пока дед тащил Кирилла в квартиру, баба Света позвонила отцу. Кирилл стонал и просил вытащить зеркало из лифта. Баба Света, кряхтя, тащила зеркало следом. Отец с дядей Пашей примчались через полчаса. Кирилл лежал в прихожей. Нога распухла и пульсировала. Дядя Паша отодвинул отца и одним движением вытащил гвоздь из ноги Кирилла. Кирилл заорал и отключился. Он уже не видел, как рану обработали спиртом, как дядя Паша достал из своей сумки шприцы и лекарства и сделал ему несколько уколов, как они вдвоем с отцом отнесли Кирилла в его комнату, как отец, проводив дядю Пашу, прошел к себе, чтобы взять одеяло и подушку, и нашел письмо. Кирилл не видел, как отец читал письмо. Мрачнел, уходил на кухню курить, снова читал письмо, брал телефон, откладывал его в сторону, снова курил, потом приходил в спальню, укрывал Кирилла, подолгу стоял рядом, смотрел на него, будто не узнавая, и снова читал письмо. Утром Кирилл проснулся и вспомнил, какой сегодня день. Вспомнил, потому что услышал пьяного Кира. Он требовал у матери деньги. У Кирилла все сжалось внутри. Ох, как бы он врезал ему сейчас. Но отец справится с этим лучше него. Он сел в кровати. Нога пульсировала и болела. Он дотянулся до рюкзака, проверил. Все предметы были на месте. Зеркало стояло около шкафа. Кирилл попытался встать и заорал от боли. В комнату вбежал отец. Было видно, что он не спал. Темные круги под глазами, озабоченный вид. «Сын, ты куда?» «Пап, это может дурость, но мне надо повесить это зеркало в лифте. Именно сегодня». Отец как-то странно посмотрел на него, молча кивнул. Потом он сказал: «Мы позавтракаем вместе и все сделаем». За завтраком отец был сосредоточен и молчалив. После завтрака он попросил подождать его и вернулся с деревянным поездом в руке. Протянул его Кириллу. «С днем рождения, сын. Это моя старая игрушка. Я раньше верил, что он проходит сквозь пространство и время и помогает людям встречаться». Кирилл тоскливо смотрел на игрушку. Он не сможет ее протащить в свою реальность. Но как же сильно он этого хотел. Невидимая рука сжала горло. Кирилл откашлялся, встал, взял паровозик и сунул в карман куртки. «Пап!» Кирилл обнял его. «Спасибо тебе». Он помолчал. «Ты поможешь мне?» Отец кивнул. «Без вопросов, сын». Кирилл взял сумку и попрыгал в сторону лифта. Отец нес инструменты и зеркало. Когда они крепили зеркало, Кирилл слышал голос пьяного Кира. Тот шел к лифту. Мать семенила рядом и говорила что-то жалобным голосом.
Она говорила так тихо, что Кирилл не мог разобрать слов. Кирилл сжал челюсти, выдохнул. Потом он повернулся к отцу и сказал: «Спасибо тебе, пап. Ты самый лучший отец. Помни об этом, когда я в очередной раз разочарую тебя. Мне сейчас надо побыть одному. Ты потом все поймешь». Отец кивнул и вышел из кабины. Перед тем, как двери лифта закрылись, он повернулся и сказал: Кирилл, передавай привет маме. Скажи ей, что она справилась лучше. Двери лифта закрылись. Кирилл стоял в лифте, прислонившись всем телом к зеркалу на задней стенке кабины. Он стоял и плакал. От боли в ноге и тягучей тоски, скручивающей в тугой узел внутренности. Он понимал, что больше не увидит отца, и что, помогая ему сегодня, отец уже все знал. Кирилл услышал громкий, пьяный голос Кира. «Мама, отстань от меня, не нужен мне шарф!» И потом со страхом. «Откуда тут зеркало? Его надо разбить!» Но тут кабину лифта качнуло. Пьяный Кир не удержался на ногах и влетел в зеркало, а Кирилл вылетел у себя дома. Перед ним стояла растерянная мама и протягивала ему шарф. Она смотрела на забинтованную ногу совершенно трезвого Кирилла, сжимающего в руке деревянный паровозик. Потом она посмотрела ему в глаза и заплакала. Эпилог. С большими усилиями Кирилл возвращал себе свою жизнь. Когда Кирилл рассказал маме, что произошло, она не удивилась, будто уже все знала. Оказалось, она вспомнила то, что ей рассказывал маленький Кирилл, и дальше сама развела версию всех событий. Только так мама могла объяснить такие резкие перемены в сыне. Кир не знал, что, живя в собственной квартире как тень, мама многое видела и замечала. Она по крупицам собирала информацию. Кир недооценил ее. Его мама никогда не оставляет вопросы без ответов. Пользуясь связями, мама собрала не только целое досье на Петра Салтыкова, но и на каждого участника его кружка любителей прогулок между реальностями. Бабушка частично подтвердила сведения, которые Кирилл нашел про Екатерину Беленькую. Она знала, что ее бабушка работала служанкой у какого-то дворянина и всегда называла его колдуном. Первое время мама часто спрашивала про отца. Она слушала Кирилла и будто проживала моменты, которые не случились в ее жизни. Кирилл тоже тосковал по отцу. Он часто думал о нем. Что он сейчас делает? Продолжает ли вести канал? А может, он купил машину и уехал к морю, как мечтал? Кирилл снова завел блог. Только теперь он не снимал видео. Он стал писать и рассказывать мистические истории. Одна из них победила в литературном конкурсе. История про аномалию одного места в городе и про мужчину, который пробовал на прочность границы реальности. И это изменило судьбы двух мальчишек, его потомков. Постепенно все стало приходить в норму, но и Кирилл, и его мама понимали, что в этом городе они больше не смогут жить. И тем более в этом доме. Пока Кирилл заканчивал школу, мама занялась продажей квартиры и дома бабушки. Потом был переезд в другой город, поступление Кирилла в вуз на режиссера, поиск работы. Ближе к Новому году Кирилл предложил въехать в следующий год в поезде. И вот поезд везет их сквозь часовые пояса в Томск, к родителям отца, к бабушке и деду, которые помогли Кириллу остаться собой в той, другой реальности. Кирилл открыл рюкзак. В нем лежала фотография отца. Он погладил его пальцем. Пусть он будет счастлив, где бы он ни был. А в этой жизни о его родителях позаботится он, его сын. Под фотографией лежала игрушка. Деревянный паровозик, пересекший границы реальности. Кирилл взял его, подержал в руке и поставил на столик. Дверь купе отворилась. «Чай будете?»
сказала проводница. Кирилл вздрогнул. Перед ним в форме проводницы стояла Марья Васильевна. Она с усилием сказала: Кирилл, отец в беде. Нужна помощь. Вы должны пересесть. Оба. Куда пересесть? подошла сзади мама. Марья Васильевна кивнула на деревянный паровоз. В него. Эта история основана на реальных событиях. Прислушайтесь к себе. Когда вам кажется, что вы живете не своей жизнью, может, так оно и есть, и вы просто не в своей реальности.